Вітаю постійних та нових глядачів у своєму саду під Киевом. У меня расцвела древовидная гортензия. Сегодня покажу, сколько кустов у меня в саду, как она выглядит, и отвечу на самые популярные вопросы, которые вы задаете именно про эти гортензии, древовидные. Сразу хочу сказать, что в свой сад, в свой будущий сад я переезжала с двумя горшками древовидной гортензии, которые купила у бабулечки. То есть еще ничего не было, только коробка дома. Мы жили в съемном домике, я уже купила две веточки чахлых таких маленьких, посадила их в горшки и с ними заезжала. Пробежала тут по полю и думаю, где же мне посадить мои первые гортензии. Придумала, что надо поближе к дому, чтобы хотя бы поливать и не потерялась она в траве. Вот такая предыстория из этих двух веточек. Сейчас по моему саду растет уже видимо-невидимо. Если вы спросите, сколько кустов, я не знаю. Больше сотни. А все дело в том, что древовидная гортензия очень сильно разрастается. В высоту она будет где-то 1,5 метра. У меня самая обычная Аннабель, наверное. А в ширину до 3 метров. То есть идет поросль и кусты смыкаются. Так получилось и у меня. На следующий год мы прожили зиму, прозимовали. Я уже тут стала дизайнерить свой в саду. И посадила вот по кругу, сейчас мы как раз смотрим, вокруг дорожки, что идет, вокруг большого розария, тоже полукругом. Вот эту часть древовидных гортензий посадила. На полном солнце получается. Где сажать? Вообще-то подразумевается, что древовидная гортензия любит полутень. В полутени я ее посадила вон там понад забором. Я вам дальше скажу, какая из гортензий чувствует себя лучше. Вообще гортензия сорта Аннабель имеет огромные соцветия. Это самый простой, самый обычный сорт гортензии, до 25-30 сантиметров. Так оно и есть. Под тяжестью этих соцветий побеги паникают. Регулировать стойкость куста можно обрезкой. Дальше я вам скажу, как я, во всяком случае, обрезаю. Но мне все равно не помогает настолько много этих шапок, что мне приходится ставить композитную арматуру. Вот вторая моя часть. Я отделила зону стоянки от зеленой комнаты своей. И получилось, что у меня одна часть гортензии растет строго на солнце, вторая часть древовидных гортензий растет понад забором, где-то 80% тень, там днем 80% в день там бывает тень. И третья такая аллейная посадка отделяет стоянку от зеленой комнаты. Тут напополам. Половину зоны этой бывает солнце, половину тень. Как вы можете видеть, почти все они выглядят шикарно. Поэтому строгого места посадки я бы для них не выделяла. Для них главное другое, чтобы был полив. Без полива ни в одной из зон вот таких красивых больших соцветий вы не увидите. Ну, с местом посадки, я думаю, вы все поняли. Сажайте, где у вас найдется для нее местечко, и создавайте ей благоприятные условия с поливом, с уходом правильной и агротехникой. А сейчас расскажу, вы часто спрашиваете, какой же шаг посадки у кустов.
скажу сразу, что у меня веточки мои были посажены с шагом 30 сантиметров. Вот в этой аллее. Кстати, древовидная гортензия лучше всего и эффектней выглядит именно в аллейной посадке. Когда ее колышет ветер, вот эта большая роща прямо из белых шапок колышется, очень красиво. Понад забором в этой зоне я высаживала, как у меня получилось. Тут примерно 1,5 метра. Вот у меня было по 3, по 4 веточки. Я их распределила, не особо задумываясь над расстоянием. Почему? Потому что древовидная гортензия, я бы сказала, даже агрессор. Она очень сильно разрастается. Вот смотрите, это видео прошлого года позади пениситума. Вот эти малюсенькие веточки и прутики скайрокетов видны. Все такое хиленькое, маленькое. И как она смотрится сейчас. Это получается за год так разрослась. Ну, капельный полив проложен. Вон хилые веточки те качаются. Вот это же место. Только теперь у меня накрыт другой рододендрон, притенен от солнышка. Везде стоят опоры из композитной арматуры. Вот такие огромные шапки. Но это, хочу сказать, 3 дня назад только они распустились. Только-только начинается цветение. Будет еще больше, еще пышнее. Вот эти композитные арматуры, я их просто дугами ставлю, иначе они попадали мне на рододендроны прямо. Завалили. Так что получается, сильно часто сажать их не надо. Они разрастаются очень сильно. Ну, следующий вопрос, на который я хотела бы ответить. Как же размножить? У меня на канале есть видео, я показываю прямо весеннее видео прошлого года, как я размножаю. Конечно, можно несколькими способами, как и все гортензии. Черенкованием. Как обычную на черенки делите, укореняете в земле с водой, можно отводками. Пригибайте веточку, присыпайте. Я ложу, когда отводками, всегда камешек. Лист, смотрите, какой большой, изумрудно-зеленый. Но самый легкий и простой способ размножить древовидную гортензию – делить куст. Посмотрите обязательно видео, я показываю, какой у нее корень, корневая система какая, и как его просто лопатой делите весной ранней. Еще когда сокодвижение не началось в марте. У древовидных гортензий рано начинается сокодвижение, и можно куст загубить, если поздновато его выкопать и начать делить на части. И именно таким способом я разделила на 2-й год жизни моих кустов. Вначале там их очень аккуратно делила кустики, у меня их было мало, веточек мало, я переживала, хватит ли не хватит. А сейчас у меня уже, наверное, 100 метров аллей этих гортензий. Я даже высадила за периметр участка, где нет полива, на открытое солнце. 10 кустов высажено. Сейчас это тоже сплошной такой бордюр. Единственное, из-за того, что полив только раз в неделю, я шланг протягиваю, поливаю, они немного ниже. По росту ниже из-за отсутствия полива. А так и там уже срослись эти кусты, не найти. У древовидных гортензий вообще-то стебли очень тонкие, такие слабые. И они вот эти большие шапки тяжелые держат не очень. И вот я хочу ответить на вопрос, когда и как я обрезаю гортензию древовидную. На зиму, осенью я обрезаю только шапки, чтобы под снегом не поломала сами кусты под самый корень. Я практиковала 2 способа обрезки. Первый, я оставляла всего 35-40 сантиметров, то есть брала
или кусторез, или можно большие ножницы, и строго по всей длине все ветви вырезала. Этот способ обрезки я практиковала как раз этой весной. Обрезала на 40 сантиметров. И вот такой они у меня высоты. Где-то 1,70 м. Ну, чуть ниже моего роста. Эва любит там в тенечке искать ящериц, которые отдыхают от солнышка, гоняя их всегда. Другой способ обрезки, не кардинальный, скажем так, а оставлять более толстые побеги, более прочные, вырезать слабые, я практиковала 2 года назад. И скажу, что результат меня не очень впечатлил. Во-первых, времени это занимает долго. Попробуйте повыбирать вот в такой заросли в кустах. Лучше, хуже веточка. И результата, честно говоря, как такового я не увидела какого-то сверхъестественного, чтобы кусты были прочные, чтобы стояли ровно. Смотрела одно видео, там хозяйка сада рассказывает, что по центру куста оставляет одревесневевшие побеги, которые держат весь куст. У меня так не получилось. Все равно все кусты разваливаются из-за многочисленного обилия тонких зеленых этого года побегов. Если их нормировать и вырезать зеленые, оставлять большей частью одревесневевшие, тогда, может быть, куст будет стоять. Или если это один куст в аллейной посадке, все равно будет разваливаться. Для того, чтобы этого не происходило, я посадила туи глобоза. У меня будет живая изгородь, которая, ну, она нарастет года 3, еще подрастет, сомкнутся эти шарики маленькие, и они будут удерживать, сейчас я вам их покажу, будут удерживать эту массу побегов с цветами. Вот эти глобозы, которые подрастают. Они глобоза где-то 1,20 м, 1,50 м будут по высоте и по ширине. То есть или кубами я их буду стричь, или сомкнуться одной такой изгородью. Тут посажено 6 штук с шагом где-то 1,20 м. Ну, надеюсь, что они у меня сомкнутся, чтобы вот эти тяжеленные шапки у меня они держали. Мы часто эту зону красивую видим. Ну а сейчас немножко про уход расскажу. Часто вы спрашиваете, какой же уход, почему же у вас такие гортензии пышные, здоровые, красивые. Прежде всего для гортензий нужен полив. У меня везде проложена капельная трубка. В жаркую погоду капельная трубка подключена на 6-7 часов, не на большой напор. А в прохладные дни реже, конечно, включаю. Вообще надо ходить и пробовать землю, как она по влажности. Надо, чтобы под гортензиями, я вам рассказывала, земля всегда была влажная. И тогда шапки у них вот эти белые красивые будут такие до сентября месяца. У меня в первый мой год засохли шапки где-то в начале августа. Я подумала, что как бы так и надо, отцвели, да и засохли. А оказывается, эти белые соцветия могут оставаться белоснежными. Ближе к осени они немножко теряют белый цвет и становятся салатовыми, как бы стареют. Тоже очень красиво. Так вот это зависит от полива, только от полива. Гортензия как бы сбрасывает балласт, когда недостаток влаги, и говорит: все, соцветий не будет, будем спасать листья. Так что учтите, это когда будете высаживать свои гортензии. Подкормки. Я подкормки у гортензий провожу только по листу. Комплексная под корень я не раскладываю. При посадке, когда сажала, раскладывала. Любое комплексное. А сейчас все подкормки у меня только по листу. Почему? Во-первых, потому что затратно, очень много кустов. Ну, можно было, конечно, так немножко раскидать, да и все. А во-вторых, что, ну, я вижу, что по листу удобрений в жидком
виде, в хелатной форме, им, ну, хватает. Вы будете видеть это по состоянию листа. Зеленый, яркий, изумрудный, большие соцветия. И обязательно нужна слабокислая почва, конечно, в песок и в глину просто не посадишь. Нам повезло, у нас суглинки. Поэтому я при посадке особо, кроме хвойного опада, ничего не добавляла. Ни кислого торфа, ничего. Сажала прямо в нашу землю. Ну и следующее в уходе за гортензиями, но это за всеми. Обязательно от клеща обрабатывать. Они не так даже болезней боятся, гортензии, вот именно древовидные. У меня, ну, в болезнях не замечены. Единственное, их ел паутинный клещ. Поэтому в мае, конец апреля, май и начало июня, когда листва самая нежная, наверное, каждую неделю я обрабатывала, чтобы не ошибиться. Очень часто. Препараты меняла. Вы спрашиваете, какой именно акарицид? Надо просто менять акарициды друг за другом, чтобы не было привыкания, чтобы разное действующее вещество там было. Ну все, можно еще, если вы только высаживаете гортензию, замульчировать корни. Или корой, или хвойным опадом, как я, или даже скошенной травой. Главное, чтобы земля не пересыхала. Ну и можете взять на вооружение, в качестве опоры ставить композитную арматуру. Это лучшее, что можно было придумать. Ну, в принципе, вот и все, что я вам хотела рассказать про мою древовидную гортензию. Обязательно посадите ее массивом, несколько штук, вы увидите, как она разрастется и как это шикарно просто смотрится. И она может отделять какие-то зоны сада. Попробуйте. Мне кажется, этот эксперимент вам очень понравится. До встречи в следующем видео. Всего хорошего!